Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вам связать вот такую игрушку. Это девочка-дракончик в шапочке и с шарфиком. Для вязания вам потребуется розовая плюшевая пряжа, белая и красная, а также глазки и реснички. Я использовала глаза 14 мм. И, конечно же, холофайбер. Давайте свяжем ручки. Набираем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Делаем 2 воздушные петли. Первая, вторая. И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. Из каждой петли провязываем по 2 столбика. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. У нас по кругу 12 столбиков. Начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду мы вяжем 12 столбиков по кругу. То есть из каждой петельки вывязываем 1 столбик. 1, 2, 3. Вяжем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 3 столбика, 3 убавки и 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь вяжем 3 убавки. Первая. Вторая. И третья. До конца ряда осталось провязать 3 столбика. 1, 2, 3. У нас по кругу 9 столбиков без накида. С 5 по 10 ряд вяжем 9 столбиков без накида. То есть из каждой петельки провязываем 1 столбик. Вяжем 6 рядов самостоятельно. Довязал 10 ряд, нижнюю часть наполнила холофайбером. Согибаем ручку пополам и провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Закрепляем нить, вытягиваем ее. Ручки будут ввязываться, поэтому длинный кончик оставлять не нужно. Начинаем вязать ноги. Первый ряд 6 столбиков в кольцо амигуруми. Две воздушные петли, первая, вторая. Вяжем 6 столбиков во вторую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Ставим маркер и начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду делаем 6 прибавок. То есть из одной петли провязываем 2 столбика. Первая прибавка. Вторая. Третья. Вяжем еще 3 прибавки самостоятельно. Вяжем третий ряд, 1 столбик и 1 прибавку 6 раз. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза, и у нас по кругу должно получиться 18 столбиков. Четвертый и пятый ряд провязываем по 18 столбиков. То есть из одной петли провязываем 1 столбик. Вяжем 2 ряда самостоятельно. Вяжем шестой ряд 5 столбиков, 4 убавки и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 4 убавки. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. И теперь вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. У нас по кругу 14 столбиков. Седьмой ряд вяжем 4 столбика, 3 убавки и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь 3 убавки. 1, 2, 3. И осталось провязать 4 столбика. 1, 2, 3, 4. У нас по кругу 11 столбиков. С 8 по 12 ряд вяжем по 11 столбиков. 5 рядов провязываем самостоятельно. Из одной петельки вывязываем 1 столбик. Нижнюю часть ножки нужно набить холофайбером, сложить детальку пополам и провязать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляем нить, отрезаем. Ножки тоже будут ввязываться, поэтому короткого хвостика будет вполне достаточно. 2 ножки у меня готовы. Вам необходимо повторить схему для ножки еще раз.
Ручки тоже уже связаны. Теперь приступим к вязанию хвостика. Для наконечника нам потребуется 2 треугольника. Делаем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика без накида. Один, 2 и 3. Петля подъема. Разворачиваем вязание, вяжем прибавку, 1 столбик без накида и еще раз прибавку. Петля подъема, разворачиваем вязание, вяжем прибавку, 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавку. Петля подъема, разворачиваем вязание, прибавка, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Петля подъема, разворачиваем вязание, вяжем 9 столбиков без накида. У меня уже 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. Вот такой треугольник у нас получается. Вам необходимо провязать еще одну такую детальку. У меня сейчас 2 детальки. Вот. На одной детальке оставила длинную нить. Теперь эту ниточку доводим, проводим через 3 столбика. Здесь на серединке должно остаться 3 столбика, и с этого края тоже оставляем 3 столбика. Берем вторую детальку и теперь будем вот так совмещать. Тоже отсчитываем с одного края 3 столбика и выводим нашу нить. Вот таким образом. Теперь начинаем вязать. Один столбик во вторую петельку, далее второй столбик, еще один, так, мы провязали 3 столбика с одного края. Теперь будем идти по этой стороне. Вводим ту же петельку, крючок и провязываем еще 1 столбик. Вот так. Получается, мы должны обвязать этот наконечник.
После обвязки у нас вот здесь посередине должно остаться 3 столбика, то есть небольшое отверстие. Вяжем самостоятельно. Я соединила 2 треугольника. По уголкам нужно сделать прибавку. То есть из одной петельки 2 столбика провязывается. И вот такая немного закругленная деталька у меня получилась. Вот здесь оставляем отверстие. 3 столбика без накида с каждой стороны. Все, деталька закончена. Последнюю петельку нужно было провязать нитью основного цвета. Вот что у меня получается. Белую нить я сейчас отрежу, кончики свяжу и затем буду вязать хвост. Первый ряд хвоста провязываем 6 столбиков без накида. То есть мы провязываем по вот этим вот петлям. Один, два, три. Теперь по другой стороне. 4, 5, 6. Первый ряд закончен. В следующем ряду вяжем 2 столбика прибавка 2 раза. Первый, второй, прибавка, первый, второй, прибавка, третий и четвертый ряд провязываем по 8 столбиков без накида, то есть из одной петли провязываем 1 столбик. 1, 2. Вяжем 2 ряда самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 2 раза. 1, 2, 3, прибавка. Вяжем эту комбинацию еще раз, у нас по кругу 10 столбиков. С 6 по 8 ряд вяжем по 10 столбиков без накида. Провязываем 3 ряда без изменений самостоятельно. Начинаем вязать 9 ряд, вяжем 4 столбика и прибавка 2 раза. У нас по кругу должно получиться 12 столбиков. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Второй раз провязываем самостоятельно. Затем с 10 по 12 ряд вяжем 12 столбиков в каждом ряду. 3 ряда провязываем самостоятельно без изменений. 13 ряд вяжем 5 столбиков и прибавку 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь прибавка. Второй раз вяжем самостоятельно. Затем 14-15 ряд вяжем без изменений. 14 столбиков в каждом ряду. 16 ряд вяжем 6 столбиков и прибавка 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавка. В 17 ряду вяжем 16 столбиков без накида. Из одной петельки провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. 18 ряд вяжем 7 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
прибавка. Второй раз повторяем эту комбинацию самостоятельно. 19 ряд, вяжем 8 столбиков и прибавка 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще один раз. У нас по кругу будет 20 столбиков без накида. Вот такой хвостик у меня получился. Теперь складываем детальку пополам и провязываем столбики без накида за обе стенки. У нас должно быть 10 столбиков. 1, 2. Выполняем эту процедуру самостоятельно. Я закрепила нить и отрезала пряжу. Теперь начнем вязать тело. Вяжем 6 столбиков кольцо амигуруми. Две воздушные петли. Во второй петле от крючка провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер и начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. То есть из одной петельки провязываем 2 столбика. Первая прибавка. Вторая. Третья. 3 прибавки вяжем самостоятельно. В третьем ряду вяжем 1 столбик и прибавка 6 раз. По кругу получается 18 столбиков без накида. Так, 1 столбик, теперь прибавка. Один столбик, следующую прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавка 6 раз. По кругу у нас получается 24 столбика. Итак, 1 столбик, второй, прибавка. Еще раз 1 столбик, второй, прибавка. Эту комбинацию провязываем еще 4 раза самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу будет 30 столбиков без накида. Шестой ряд вяжем 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу получается 36 столбиков. Седьмой ряд мы провязываем 36 столбиков без изменений, то есть из одной петли 1 столбик. Начинаем вязать 8 ряд. В 8 ряду мы будем вязывать хвостик и ножки. Берем хвостик, отсчитываем 5 петель от начала. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую вводим крючок и затем вводим крючок в петельку тела. Вяжем столбик без накида. Следующую крючок вводим в петельку хвоста и в петельку тела. Это 2, третий, четвертый,
И последний, 5. Пол хвоста мы ввязали. Вот этот кончик будем прятать в вязании. В следующую петлю провязываем столбик без накида. Затем берем ножку одну и ввязываем так же, как и хвост. По ножке у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков получается. Вводим в петельку ножки, в петельку тела и провязываем вместе. Опять петелька ножки, петелька тела. Это у нас второй столбик, 3, 4 и последний, 5. Теперь вяжем по животу 14 столбиков без накида. То есть из одной петельки провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Провязала 14 столбиков без накида. Опять беру ножку и соединяю ее с телом. Провязываю 5 столбиков без накида. Так, ввела крючок в петельку ножки. Теперь в петельку тела. 1, 2, 3, 4 и последнее, 5. Далее вяжем 1 столбик без накида, берем хвостик и провязываем 5 столбиков без накида с хвостом. Так, где у нас? 1, 2, 3, 4 и последнее, 5. Наш ряд закончен. Устанавливаем маркер и вяжем 9 ряд, 36 столбиков без накида, то есть без изменений. Из одной петельки 1 столбик. 10 ряд вяжем 12 столбиков без накида. Из одной петли провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно, потом встречаемся. После 12 столбиков провязываем 2 столбика и убавка 3 раза. 1, 2, убавка. Это первый раз. 1, 2, убавка. Это второй раз. 1, 2, убавка. Это третий раз. Нам осталось провязать 12 столбиков до конца ряда. Вяжем самостоятельно. 11 ряд вяжем 2 убавки. Один. Два. Затем вяжем столбики без накида. 27 столбиков самостоятельно. После 27 столбиков делаем убавку. Наш ряд заканчивается. Убавку. Так, у нас по кругу сейчас 30 столбиков. 12 ряд вяжем 3 столбика и убавка 6 раз. Один, 2, 3 и
и убавку. Провязываем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно. 13-14 ряд вяжем по 24 столбика в каждом ряду. 2 ряда провязываем самостоятельно без изменений. С одной петельки вяжем 1 столбик. 15 ряд вяжем 2 столбика и убавка 6 раз. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. 2. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно получиться 18 столбиков. 16 ряд вяжем 18 столбиков без накида. То есть провязываем ряд без изменений. Самостоятельно. Так, в этом ряду будем ввязывать ручки. Вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Затем берем ручку. Вводим крючок в первую петельку ручки и в петельку тела. И провязываем их вместе. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 5 столбиков без накида. Эту ниточку будем сразу ввязывать. 1, 2, 3, 4, 5. Берем следующую ручку, вторую. Также вводим крючок в петельку руки и в петельку тела. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и 1 столбик без накида. Все, ручки мы ввязали. Вот так выглядит сейчас наша игрушка. Так, вяжем 1 столбик и убавка 6 раз. 1 раз я уже провязала. Так, 1 столбик, убавка теперь. Это у меня уже второй раз. Вот, 1 столбик убавка, 1 столбик убавка. Вы повторяете эту комбинацию до конца ряда, и у нас по кругу должно получиться 12 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Так, нить закрепляем и отрезаем. Вот такое тело у меня получилось. Теперь будем вязать голову. Начинаем вязать голову, набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начинаем вязать второй ряд. Со второй петли от крючка провязываем столбики без накида. Первый, следующую, второй, третий, четвертый. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Так, теперь вяжем еще 3 столбика. 1, 2, 3. И в последнюю петлю вяжем 2 столбика.
1, 2. Начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду вяжем прибавку. Затем 3 столбика. 1, 2, 3. 3 прибавки. 1, 2, 3. 3 столбика. 1, 2, 3. И осталось провязать 2 прибавки. 1, 2. С 4 по 6 ряд провязываем по 18 столбиков без накида. То есть вяжем без изменений 3 ряда самостоятельно. 7 ряд вяжем 1 столбик, затем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Так, далее вяжем 11 столбиков без накида. Без одной петельки вывязываем 1 столбик. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 8 ряд вяжем 1 столбик, затем провязываем комбинацию 1 столбик прибавка 6 раз. 1 столбик, прибавка. Это первый раз, 1 столбик, прибавка. Это второй раз. Вяжем еще 4 раза эту комбинацию самостоятельно. Далее до конца ряда вяжем столбики без накида. 11 столбиков. Вяжем самостоятельно. Так, следующий ряд, 9. Вяжем 4 столбика прибавка 6 раз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. У нас по кругу должно получиться 36 столбиков. Провязываем эту комбинацию еще 5 раз самостоятельно. С 10 по 13 ряд вяжем 36 столбиков без накида. То есть из одной петельки провязываем 1 столбик. 4 ряда вяжем самостоятельно. Я установила глаза. Глаза устанавливаются между 8 и 9 рядом. Расстояние 4 столбика. Начинаем вязать 14 ряд. Вяжем 4 столбика и убавка. 1, 2, 3, 4 и убавка. Эту комбинацию необходимо повторить еще 5 раз самостоятельно. У вас по кругу будет 30 столбиков без накида. 15 ряд вяжем 3 столбика и убавка 6 раз. 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь убавку. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу будет 24 столбика. 16 ряд вяжем 2 столбика и убавка 6 раз. Первый столбик, второй, убавка. Повторяем комбинацию еще 5 раз, и у нас по кругу будет 18 столбиков. Так, наполняем голову холофайбером и затем начинаем вязать 17 ряд. Так, вяжем комбинацию 1 столбик убавка 6 раз. 1 столбик, убавка.
1 столбик, убавка. Повторяем комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу 12 столбиков. В последнем ряду вяжем 6 убавок подряд. При необходимости наполните голову холофайбером. Первая убавка. Вторая. Третья. 3 убавки вяжем самостоятельно. В конце делаем соединительный столбик. Отрезаем нить и вот это отверстие затягиваем с помощью иголки. Свяжем рога. Набираем 2 воздушные петли. И во второй петле от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. И во втором ряду вяжем 2 столбика и прибавку. 1, 2 и в следующую петлю прибавка. Повторяем эту комбинацию еще один раз самостоятельно. У нас по кругу должно получиться 8 столбиков. Третий ряд провязываем 8 столбиков без накида. То есть из одной петельки 1 столбик, и наш рог будет готов. Я провязала третий ряд. Теперь делаем соединительный столбик и воздушную петлю для закрепления. Оставляем длинный кончик для пришивания рога. Теперь необходимо пришить рога. Расстояние между рогами у меня 6 столбиков будет. Пришиваем самостоятельно. При необходимости можно наполнить рог холофайбером. Сейчас будем вязать вот такое крыло, оно двойное. Вам необходимо будет провязать белую детальку и розовую. Вяжутся детали идентично. Набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Со второй петли от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Во вторую петлю от крючка вяжем столбики без накида. Их у нас сейчас будет 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем 7 столбиков и 3 воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и последний 9. Петля подъема, разворачиваемся, вяжем 9 столбиков без накида и 3 воздушные петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 воздушные петли. Теперь вяжем 11 столбиков со второй петли от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нить закрепляем и отрезаем. Нам необходимо связать такую же детальку, но только уже розовую. Делаем петлю подъема и провязываем. Вводим в крайнюю петельку розового крыла и в крайнюю петельку белого. Захватываем ниточку и провязываем. Затем в следующую петельку цепляем нитку и провязываем. То есть у нас должно получиться вот такой шовчик. Провязываем по периметру. На вот этих уголках нужно делать по 2 столбика. То есть провязываем как прибавку. И затем вот здесь завершаете соединительным столбиком. Вяжем самостоятельно. Сделаем стандартную утяжку. Вводим внизу. Выводим, где уголок глаза. Оставляем кончик небольшой внизу. Дальше выводим в соседнем уголке. И затягиваем до нужной степени. Затем кончики связываем. Я завязала кончики. Теперь опять вводим иголку, выводим во внешнем углу глаза. Затем внутренний уголок глаза. Выводим в соседнем столбике, кончики связываем. Чашку сделали, концы связали и спрятали. Так, крылья я довязала, голова у нас готова. Теперь нам нужно пришить все детали к телу. Крылья будем пришивать под наклоном, то есть вот таким образом. И пришиваем самостоятельно также голову. Давайте свяжем гребень. Он идет у меня от головы, затем посередине тела и переходит хвост. Комбинацию я вам сейчас покажу, которую вы будете повторять. Вначале голову немножко показывать неудобно, поэтому покажу я вам, где хвост. Так, между вот этими комбинациями у нас соединительный столбик. Итак, начнете вы вязать с 2 столбиков без накида в одну петлю. Затем 2 полустолбика также в одну петлю. Первый, второй. Далее 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 полустолбика с одним накидом. Первый,
второй, далее 2 столбика в одну петлю, один, два, и в конце делаем соединительный столбик. Далее повторяем эту комбинацию. На конце хвоста, то есть у меня уже конец хвоста, я буду вязать столбики без накида по 2 столбика в каждую петлю. В конце нитку закрепляем и прячем. Свяжем шапочку. Для этого набираем 31 воздушную петлю из белой пряжи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем самостоятельно. Так, ваша воздушная цепочка должна обхватывать голову вашего дракончика. Так, вводим крючок в первую петлю. И соединяем. Цепочка не должна быть перекрученной. Я соединила. Теперь делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Вот с этой петельки начинаем провязывать столбики без накида. Из одной петли вяжем 1 столбик. Провязываем 2 ряда по 30 столбиков без накида самостоятельно. В конце каждого ряда делаем соединительный столбик и петлю подъема затем в начале каждого ряда. 30 столбик заканчиваем красной нитью. Затем вяжем соединительный столбик. Белую ниточку можно обрезать. Теперь будем вязать красной нитью. Вяжем следующий ряд 30 столбиков без накида. Так, на данном этапе моя шапочка выглядит вот так. Я сейчас провяжу еще один ряд 30 столбиков без накида. И затем мы будем делать убавку. Начинаем вязать 6-й ряд, вяжем 4 столбика и убавку. Петлю подъема я уже сделала. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь убавка. Эту комбинацию повторяем еще 5 раз. У нас по кругу будет 24 столбика. 7 и 8 ряд провязываем без изменений 24 столбика самостоятельно. Начнем вязать 9 ряд. Петля подъема. Затем вяжем 3 столбика и убавка. 1, 2, 3 и убавка. Эту комбинацию повторяем 6 раз. У нас по кругу 18 столбиков. Затем с 10 по 12 ряд вяжем 18 столбиков. Без изменений провязываем самостоятельно 3 ряда. 13 ряд. Делаем петли подъема и вяжем 2 столбика и убавка. С 14 по 16 ряд мы будем вязать по 12 столбиков в каждом ряду. Вяжем самостоятельно. Последний ряд вяжем 6 убавок. Первая, вторая. Затем отверстие затягиваем и будем делать помпончик. Начинаем вязать помпон. Вяжем 6 столбиков кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Второй ряд вяжем 1 столбик прибавку 3 раза.
у вас по кругу будет 9 столбиков. 1 столбик, следующую петлю прибавка. Один столбик, прибавка. Третий раз комбинацию повторяем самостоятельно. Третий ряд вяжем 9 столбиков по кругу, то есть провязываем без изменений. Четвертый ряд вяжем 1 столбик и убавка. 3 раза у нас по кругу останется 6 столбиков. 1 столбик и убавка. Один столбик и убавка. Третий раз повторяем комбинацию самостоятельно. Помпончик необходимо набить холофайбером. Я довязала ряд до конца, делаем соединительный столбик, вытягиваем нить и стягиваем вот это вот отверстие. Вот такой шарик у меня получился. Теперь его нужно пришить к нашей шапочке. Вот сюда. Пришиваем самостоятельно. Вот такая шапочка у меня получилась. Теперь будем вязать шарф. Для шарфа набираем 60 воздушных петель и затем, начиная со второй воздушной петли, вяжем столбики без накида. Затем все ниточки необходимо спрятать, и шарфик наш будет готов. Вяжем самостоятельно. Вот такая игрушка у меня получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была мастерская Екатерины и Елены.